Ребят, всем привет! Сейчас делаю такую опору клиенту. Думаю, дай запишу видео, потому что такой нюанс бывает. Ведет металл. Как варить конструкции, чтобы не вело или минимально, чтобы вело. Для специалистов это, конечно, будет не новое. Но тех, кто начинают варить, я думаю, будет полезно. Сейчас быстренько пробежусь по конструктиву. Получается у нас такая опора. Она будет одна. Труба 50 на 20, стенка 1,5 мм. Вообще идеально было бы с 2 мм, чтобы меньше вело, но сейчас сделали с 1,5 мм. Так, какие нюансы? Такой чертежик у нас, это мы уже сделали такой чертеж. Вообще изначально клиент вот такой нарисовал, даже в 3D, можно так сказать. Вообще это идеальный чертеж от клиента, это очень редко. Обычно у нас, грубо говоря, вот так рисуется и размеры, и все. Это вообще это редкость. Специалисты, я думаю, знают, как это редко бывает. Значит, как я ее буду делать? Углы под 45, здесь под 45 и здесь под 45. Вот эти вот углы я зарезал под 45 градусов. Эти прямые. Вовнутрь мы вставляем. Эти тоже под 45, здесь прямые. Вот эти отрезки мы нарезаем. Вот, к примеру, возьмем вот этот отрезок. Это у нас 80 миллиметров. Мы так и режем. И под 45 градусов один угол мы срезаем. Также и здесь. Эти детали, к примеру, вот у нас ширина 490. Вот у нас эта деталь, я ее уже подготовил, отрезал. Сейчас разложу детали примерно, как они будут выглядеть. Это у нас под 45. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Итак, примерно вот будет выглядеть так она вживую. Эти углы под 45. Это мы выставим. Все выставляем по размеру. Итак, как раз тема видео. У нас будет здесь нагрев, и у нас нету точки опоры. Здесь у нас при нагреве будет изгибаться вот эта стаевая. Вот она у нас на чертеже. Здесь будет прогрев. И здесь будет прогрев. Соответственно, то есть она у нас будет немножко в этих местах брать напряжение. Так как здесь нету у нас точки опоры, нету закольцованного контура, можно так сказать. Поэтому у нас что получится в среднем? Вот у нас вот эта сварка будет. И она у нас будет выгибаться. И этот верхний угол, точнее верхняя труба, она тоже будет после этого места приблизительно идти одновременно немножко вниз. За счет, если мы будем варить и здесь сразу, то за счет стягивания оно его будет стягивать. Поэтому на этой стороне, на левой, у нас не будет размера 510. Потому что снизу немножко стянет. Получается, она его будет вот так немножечко стягивать. Сейчас расскажу, как здесь минимизировать все это напряжение. Для начала нам нужно эти углы зарезать идеально. Кстати, по зарезам углов, практически близко к идеальному, сниму чуть позже видео.
Для чего это делается? Ну, желательно зарезать идеально под 45, для того, чтобы меньше стягивало. Чем больше будет здесь щель, тем больше будет стягивать любой угол, неважно, там 45, 45 даже еще больше будет стягивать, 90 градусов. Поэтому сначала мы собираем нижнюю часть, боковую, верхнюю, ну, можно сказать, рамку. И рамку сейчас будем ставить на прихватки по наружным углам. Всегда рамки я ставлю на прихватки. Не знаю, кто как делает, потому что если здесь мы поставим прихватку, начнет стягивать в любом случае. Даже если угол зарезан хорошо, начнет стягивать, и здесь больше щель будет появляться. То есть выгинать вот так трубу. Сейчас соберу на прихватки и дальше покажу вам. В общем, прихватки поставили по углам, можно сказать, по рамке всей. Дальше нужно прихватить будет, выставляем, проверяем точнее угол. Еще раз углы проверяем, к примеру, берем этот угол и прихватываем к столу. Нам нужно, чтобы оно не ездило и не тянуло, чтобы снизить напрягаемость металла. Прихватили мы эти стеевые, тоже выставили по размерам, по уголку, под 90 градусов. Прихватки делаем еще на этих. Все, у нас все прихвачено, вся конструкция прихвачена, чтобы минимизировать стягивание, потому что у нас эта конструкция превратится здесь в пружину, можно так сказать. Мегаопытные сварщики, конечно, скажут, надо стол такой, там со струбцинами. В любом случае будет вести. В любом случае у нас любой каркас превращается в пружину после сварки, так как нагреваются элементы. В любом случае будет тянуть. Но насколько, это уже сейчас я вам покажу. Ну вот полдела сделано, прихватили мы все части у нас прихвачены. Можно было ставить перемычку, какую-то трубу. Ну, к примеру, прихватить можно здесь и здесь, вместо перемычки, да, временно. Ну, так как мы прихватили к столу, нам она сейчас не нужна. И главный, сейчас самый главный момент, который обычно у меня происходит в жизни, да, как такие конструкции варить. Самое идеальное здесь не варить, подрезать детали так, чтобы они были в стык. Чтобы были в стык, не было щели. Будут щели, будет тянуть. Надо стараться так, чтобы здесь по красоте не варить. Только здесь, сверху,
и с той стороны. Сверху и с той стороны. Ну и соответственно вот эти вот углы тоже. И будет красиво без швов, не надо зачищать. Будет держать на вот этих двух швах, будет идеально держать, когда зачистите. Как я варю? Я варю от края до середины прихватками. Раз, два, три, четыре, грубо говоря. Здесь тоже от края до середины прихватками. Можно здесь цельным проварить, ну я имею в виду за раз пройтись прихватками на таких вещах. Почему сразу нельзя варить? Потому что в любом случае начнет тянуть и напряжение больше будет. Чем меньше напряжения на металл, меньше будет стягивать размер. Итог ставлю на самый минимальный. Пусть там будет какой-то там, я не знаю, кратерок потом после зачистки, но лучше еще потом каплю сделать, да и все. Сейчас покажу. И так проходим по всему. В шахматном порядке, можно так сказать. Не то, что начинаем и сразу здесь варим по всему. Здесь, 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 здесь. Даем остыть, чтобы оно остыло. Сняло немножко напряжение. Потом идем дальше вот эти вещи. Прошлись все швы. Все, поприхватывали, теперь подождем. Сейчас помечу линии на столе и срежу прихватку. Посмотрим, насколько у нас уйдет. Итак, прихватки срезали, одну и вторую на этом углу. Вот у нас ходит, никуда не ушло, ни на миллиметр. Пока все на месте. Рамка у нас свободная. Сейчас я обварю с другой стороны также по горизонтали. Тогда снимем размеры. И да, с этой стороны тоже мы прихватки поставим, чтобы уже наверняка никуда не ушло. Лучше эти прихватки потом зачистить лишний раз. Тут проварили. Давайте я вам покажу, о чем идет речь вообще в этом видео наглядно. Вот у нас есть горизонтальная, вот у нас есть торец. Давайте сейчас я проварю вертикальные эти швы сплошные за один раз. Ну или за один раз, или за два раза, неважно. Главное, что по сплошному. Посмотрим сейчас горизонталь у нас трубы. Горизонталь трубы у нас идеально. Итак, вот мы проварили этот кусок. Я не знаю, на камере видно вам или нет. А тут немножко бугор, да? Но это так визуально. Вот мы смотрим, насколько. Это на 20-30 сантиметров, грубо говоря. У нас уходит вот с этой стороны ровно. Ставим, к примеру, а с этой. Это миллиметра 2-3. Или на эту сторону ставим ровно. Тут то же самое. То есть тянет. В любом случае тянет. Чтобы проварить вот эти все швы за один раз, потянет любую трубу. Если 2 миллиметра, поменьше потянет. Но в любом случае будет тягомотина это.
Если даже нужно, в принципе, сварить вот такую конструкцию, но ровно, тоже прихватками. И сюда берем что-нибудь железное, прихватываем на жесткий угол. Сначала прихватили здесь, а потом уже прихватываем вот эти вот все части. Также и вот с нашей конструкцией. Если нужно проварить, прям нужно проварить в этих частях, нужно в любом случае ставить распорки. Какие-то распорки поставить временно, поприхватывать распорки здесь. Можно здесь, если нет возможности к столу привариться. В принципе, ничего сложного, ребят. Просто решил снять видео. Сталкиваюсь иногда с такими изделиями. Там, где одна точка опоры, грубо говоря, да, но здесь много сварки. Сварщики, поделитесь своим опытом, чтобы, может, я так тоже буду делать. Но у меня лично такой опыт, и я только так, в принципе, делаю. Вот размеры срезали с прихваток. Здесь у нас идеально труба осталась на том же месте. Все идеально ровно. И по размерам давайте пройдемся. Здесь у нас 510, с этой стороны тоже 510. То есть не ушло вообще. Таким способом не уходит ничего. Это самый, ну, для меня самый. Он не быстрый, да, тут надо немного помучиться, но он самый надежный. Так что, ребят, всем пока. Надеюсь, кому-то это пригодится. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.